Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Эту колонку от Xiaomi я заказывал на Алишке 4 раза, и только с 4-го раза продавец соблаговолил мне ее послать. Не он подлец, а просто очень часто на Алишке, особенно такие девайсы, которые не купишь даже в Китае, продаются из разряда вот я продам их 100 штук, а потом где-то найду, а в Китае их раскупили сразу. Почему их раскупили, я покажу вам спойлер. То есть в ролике, разумеется, вы увидите распаковку, разумеется, услышите, что она может, конечно же, это не штука для аудиофилов, но когда и если вы получите этот девайс в свои руки, если вы посмотрите его в магазине, вы поймете, откуда у меня в глазах столько радости. Почему? Потому что штуковина, прямо скажем, уникальная. Ведь Xiaomi-шные девайсы, особенно колонки, не всегда отличаются хорошим качеством звука, не всегда не отличаются премиум дизайном, а это прям штука премиум-премиум. И черт с ним, что здесь Harman написано. Разумеется, на сотке у нее шумы и каша на 100% громкости, не советую ее слушать. Но на 70 звук более чем достойный. Выглядит она нереально круто, качает, как будто она объемом в раза 4 больше. И в целом, несмотря на то, что это не глобальная версия, я очень советую вам по возможности в какие-нибудь специализированные магазины зайти, поглазеть и оценить, потому что я бы такую взял. И взял. 994 на YouTube. Всем привет, вы на канале Польза.нет. Меня зовут Саня. Минимум 5 обзоров в неделю выгружаю, обычно 7. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты, разумеется, в описании. В прикрепе есть телеграм-канал с промокодами на Алишке. Подписываемся, смотрим хотя бы почем, что нужно покупать. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, а сегодня я расскажу вам о колонке Xiaomi Sound. Коробка пришла целая, изготовлена из плотного черного картона, оформление лаконичное, без лишней наляпистости, строгое, прямо как яблочки продают. Вид как снаружи, так и внутри очень презентабельный и радует глаз. Комплектация минимальная, колонка, блок питания длиной в 120 см и мощностью в 22 Вт с китайской вилкой. И руководство пользователя на китайском языке. Запах клея незначительный, но был. Без него не обойтись. Летим дальше. В продаже колонка имеется в двух цветах, черный и серый. Я купил черный. Корпус изготовлен из текстурного пластика и сенсорной панели управления, плюс прозрачного гладкого пластика, которые покрывают большую часть корпуса. И он имеет толщину почти в 1 см. На дне расположена силиконовая антискользящая вставка, а динамики закрыты плотной тканью. И видно это лишь по небольшой выступающей части, которая выступает из-под панели управления, так как больше нигде к динамикам доступа нет. И разбирать я ее не планирую, она классная, я себе ее оставлю. Сборка хорошая, все состыковано отлично, материалы качественные. Дизайн лично мне очень даже зашел. Он минималистичный и не вычурный, прямо премиум. И как мне кажется, колонка из-за небольших габаритов пишется очень хорошо практически в любой интерьер. Ее размеры в высоту 87 мм и в диаметре всего 109 мм. Весит колонка 597 граммов. Не самая легкая, но тяжелой не ощущается. Теперь немного о минусах. Корпус ужасно пачкается, особенно панель управления, и от того, что она текстурная, ее труднее всего чистить. Так что если колонку часто переносить, она очень быстро потеряет свой презентабельный вид. Летим дальше. Работает колонка от адаптера постоянного питания, поэтому взять ее с собой на прогулку точно не вариант, не портативная она, но для использования дома самое оно. Разъем для подключения к сети спрятан и комфортно продуман в основании. Отключить колонку можно только выдернув вилку из розетки, это, конечно, эпичный FL, но только так. На панели управления расположено всего лишь 3 сенсорных кнопки, увеличить и уменьшить громкость и функциональная кнопка, через которую можно управлять такими функциями, как пауза, воспроизведение, сброс, отмена, режим сопряжения и активация голосового управления. Тапы срабатывают отлично, а вот голосовое управление только на китайском, как и голосовое сопровождение функционала, что весьма неудобно. Может быть, глобалку сделают, будет круто. Однако колонка поддерживает функцию создания пары и группы между колонками, которые поддерживают эту же функцию. Дорогая такая получится пара, если честно. По кругу под панелью управления есть светодиодная подсветка, у которой 4 цвета сигнала. Первый красный, который сообщает об ошибке, второй розовый, который обозначает использование микрофона, третий оранжевый, который указывает на то, что колонка не подключена к устройству и находится в режиме ожидания, и последний синий, который загорается во время воспроизведения звука. Колонка имеет частный диапазон от 80 до 20 кГц. Wi-Fi здесь двухдиапазонный, но подрубить колонку можно только через приложение. На борту Bluetooth версии 5.2, подключить к устройству можно только по воздуху, так как разъем под мини-джек не предусмотрен. Да и в принципе, помимо 3 кнопок разъема для питания, тут ничего нет. Из кодеков в наличии только AAC и SBC. При просмотре YouTube примеры вы сейчас увидите на экране.
было, получается, около, наверное, 2 месяцев назад, монитор Huawei GT. Они имеют одинаковый размер, они имеют одинаковый отклик 4 миллисекунды. Если убрать колонку, что значит убрать колонку? У Huawei уже подумали о том, что ценник выше, чем Xiaomi-шный, значит, надо убирать что-то и делать ценник такой же. Ценники у них одинаковые. И вот при одинаковых ценниках не эта модель однозначно является лучше. Почему? Понятно, что здесь пишут, что здесь 10 бит, здесь 8. По факту здесь 8 бит плюс FRC. По количеству портов и здесь есть ауксовский, чтобы подключать наушники, и здесь. Но здесь нет колонки, если брать конкретно мою модель. Здесь яркость, если номинальная, как они заявляют, и заявляет производитель 350, здесь только 300. Если брать герцовку, здесь 144 Гц, здесь уже 165 Гц, и понятно, что все будет зависеть от вашей видеокарты. Может быть и 164 Гц, и еще много всяких вариантов. Я не пытаюсь сейчас быть специалистом из разряда того, что давайте поспорим, что лучше. Что лучше и так понятно. Вопрос в другом. За какие деньги вы сможете... На 100% громкости слушать невозможно. С чистым и приятным звуком можно попрощаться примерно так с 70-80%. На максимальном уровне громкости выдает 92 дБ. Звук при громкости в 50% в целом хороший, детальный, хотя не особо объемный и басистый. При включенном кодеке AAC меркнут высокие частоты. И так происходит не только у меня. По кодеку SBC выдает более сбалансированный звук, хоть и не мега качественный. Но и ценовая категория этой колонки не супер дорогая, но близка к ней. Из минусов: работает только от сети, очень быстро пачкается, нет мультипоинта, отключить можно только выдернув вилку из розетки либо в программе, которую тяжело скачать. Небольшой набор кодеков. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, я уверен, что она будет плавать, а я на данный момент покупал за очень высокий ценник, плюс мне отправил только 4-й продавец. 3 продавца отказалось ее посылать, наверное, потому что в Китае их раскупили. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии, вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно закину промики. Резюмирую, бесспорно, на вид колонка весьма привлекающая, но и любителям сделать погромче покупать я однозначно ее не советую. Если, конечно, мы говорим о качественном и громком звуке. Звучание у этой маленькой колонки достаточно неплохое, можно даже сказать хорошее. Я бы сказал, даже эпичное для таких размеров. Хотя по поводу цены у меня смешанное ощущение, она своих денег однозначно для нас не стоит. По большому счету здесь нужно платить только за красоту, потому что встроенный функционал нас не особо интересует. Девайсу просто за красоту, как, не знаю, как вазочки, потому что от Xiaomi, потому что сделали и правда хорошо. Да, но это исключительно для тех, кто не считает деньги в принципе, кто айфоны покупает. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, пишите, какие еще странные вещи купить, потому что эту штуку меня просили купить подписчики. Добра и удачи вам, дорогие друзья!